меня такое ощущение, что мы уже вступили в эпоху очень больших изменений, просто мы их еще не осознаем. И через некоторое время мы будем делить свое недавнее прошлое на время до Туниса и после Туниса, ну, примерно так же, как делили до убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево и после. В Америке делили до Перл-Харбора и после, у нас делили до 22 июня и после. Да, безусловно, у всего, что происходит, есть и объективные обстоятельства. В Египте это нехватка зерна, в Тунисе замечательные выборы, на которых правящая партия получила 98,5% мандатов. Я напомню, что Единая Россия имеет всего-навсего 70% мандатов, то есть на фоне Туниса у нас вполне себе даже демократичная система, которая имеет некоторый ресурс для продвижения вперед. Безусловно, руководство этих стран продемонстрировали порочность отсутствие конкурентных механизмов смены руководства. Совсем не обязательно должна быть демократия по западным стандартам, она не переносится. Скажем, мы видим Китай. Да? Это не западная демократия, это даже не всеобщие выборы, но это конкурентный механизм внутреннего смены руководства. Мы видим Иран, исламская демократия, всеобщие выборы, конкурентный механизм смены руководства. И мы видим, что эти люди, эти системы, они работают достаточно успешно, противостоят достаточно серьезному вызову. С другой стороны, если мы имеем руководителя, который сидит пожизненно, как Мубарак, если мы имеем ситуацию наследования, как в Сирии, мы видим провал эффективности, который совершенно замечательно используется всеми внешними конкурентами. Но эти проблемы были давно. Они назревали, и во всех этих кризисах мы видим огромное влияние Соединенных Штатов Америки. Качественно новым фактом этого влияния является истребление союзников. В Египте никогда бы не было более проамериканского руководителя, чем свергнутый Мубарак. Причем Обама сначала его поддерживал, а потом его практически обеспечивал его свержение. Ну, практически как мышь Шеварнадзе. Да? Пришедший сейчас там выбор, военные или братья-мусульмане, наверное, победят военные, но они все равно будут намного хуже относиться к США и к Израилю, чем те, кого они победили. Да? Мы видим совершенно безумную ситуацию в Ливии, да, потому что нельзя обвинить Каддафи во враждебности Запада. Каддафи вступил в деловые отношения, он расплатился за теракт в Локерби, пустил иностранные инвестиции, ограничил социальную поддержку. Обратите внимание, никто ему не припоминает поддержку терроризма. Он заплатил. Все довольны. Да? Мы видим совершенно фантастическую ситуацию в Израиле. Да? Конечно, Обама не говорил о границах 1967 года. Он в точности повторил формулу Нетаньяху, что демаркационная линия и потом согласованный обмен территориями на основе этой демаркационной линии. То, что ему вменили официальное заявление про 1967 год, это замечательная израильская месть. Но было за что мстить. Потому что Обама впервые в истории Америки поставил на одну доску Израиль и Палестину. Он в своем выступлении, по сути дела, зафиксировал их равноправие. То есть Израиль лишается особого для Америки статуса на Ближнем Востоке. Здесь не принципиально, какая будет граница, без особого статуса он выжить не сможет. И мы уже видим большую активность израильтян у нас здесь, потому что у них стоит вопрос, а куда в стратегической перспективе переселяться. Дальше мы видим ситуацию в Йемене. Йемен – это очень интересное место. Я не специалист по отдельным арабским странам, но дестабилизация Йемена очень неприятна для Саудовской Аравии. Во-первых, потому что часть саудовской территории принадлежала исторически Йемену. Во-вторых, потому что внутри Саудовской Аравии существует напряженность довольно большая между, собственно, самими саудитами, которые все шейхи, и представителями остальных племен, которых просто покупают за деньги, но когда денег становится слишком много, за них уже бессмысленно покупать. Без разницы, 7 мерседесов или 9. Нет разницы, а политические амбиции, исторические обиды существуют. И, кроме того, войска Саудовской Аравии, они замечательно справляются с населением Бахрейна, но в отношении воинственных племен, которые там рождаются в обнимку с Калашниковым, они не очень эффективны.
Это реальная угроза для Саудовской Аравии, которая является главным стратегическим партнером и союзником США во всем регионе. Ну, с Бахрейном примерно понятно, потому что когда-то он был частью Ирана, и очень не хочется, чтобы он в Иран вернулся. Это ясно. При этом мы видим совершенно поразительный альянс с Аль-Каидой. Действительно, восточная часть Ливии – это место, где там, на каждые 1500 человек населения приходится один боевик, который американцами зафиксирован как исламский боевик. То есть он где-то не просто побегал с автоматом на заднем плане, он где-то конкретно отметился, чтобы попасть в базы данных. Там даже присутствуют товарищи, которые успели повоевать в Чечне, и которые связи с Чечней, насколько я понимаю, сохранили. И нам остается молиться, чтобы эти связи были через Талибан, а не через Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Наконец, исчезновение Бен Ладена как медийной фигуры. Это совершенно не важно, когда его убили. Бен Ладен был фигурой медийной, это был образом. Зачем американцам пришлось отказываться от хорошего образа? Я напомню, что отставники ЦРУ еще несколько лет назад детально рассказывали, как и когда они снимали с какими актерами, в каком месте они снимали эти видеоролики с обращениями Усама Бен Ладена, и никто ничего не опроверг, никто на них в суд не подал. Да? Но неважно, был он или нет. Важно, что в нем отпала потребность, потому что если мы дружим с исламскими фундаменталистами, мы не можем иметь живого Бен Ладена, это слишком раздражающая фигура. Мы видим наряду с этим исчезновение международного права. Вот если во времена Югославии, Ирака было попрание международного права, сейчас мы видим исчезновение. В чем разница? Значит, что случилось с Ливией? Первое. Решение Совета Безопасности ООН, пусть даже потом нарушенная резолюция или там превышенные полномочия, была принята с вопиющими нарушениями правил, без заслушивания представителей Ливии. Причем с представителями Ливии подстраховались, ему просто не выдали американскую визу. Дальше, если ООН, где-то по мандату ООН осуществляется какая-то операция, должна создаваться военное командование ООН. О возможности какого-то вненатовского объединенного командования речь зашла недели через 2 после бомбардировок, по-моему, до сих пор продолжается. При этом никто этим не возмутился. Вот какая-то ценность, какое-то явление существует, пока его есть кому защищать. Когда кто-то безнаказанно нарушает международное право, и все возмущены этим, или кто-то возмущен этим, хотя бы кто-то, это попрание международного права. Когда международное право нарушается, не слышно ни одного внятного, серьезного, влиятельного голоса о том, что так делать нехорошо, это означает, что объект защиты отсутствует. Нет больше международного права, можно бомбить. Мы видим динамику событий. Я совершенно не являюсь там сторонником или противником нынешних сирийских властей, я их просто не знаю. Да? Но я знаю 2 вещи, что американцы очень четко зафиксировали, что тактическая задача давления на Ливию, давления на Сирию, это выкидывание России из Средиземного моря окончательно, это первое. И второе, не далее как неделю назад я общался с чудесным украинским журналистом, который решил в Сирии отдохнуть. И он проехал по таким глухим местам Сирии. В Сирии плохо интернет. А вот он приезжает в Турцию, в отель, моется в душе, включает интернет и читает, что вот вчера произошли безумные беспорядки в таком-то городе, 72 человека погибло, там город охвачен полным хаосом, а он вчера, в день этих беспорядков, в этом городе был. Там все было тихо, мирно и очень сонно. То есть там этого не было. Это те самые события, которые, то же самое, что мы видели в Ливии. То же самое создание несуществующих поводов. Если когда Грузия напала на Южную Осетию, и последнюю пришлось защищать, мы видели неадекватные оценки, то сейчас мы видим высосанные из пальца придуманные события, на которые вполне серьезно, вполне по-настоящему реагируют самые настоящие бомбардировки. Я думаю, что следующий этап, как только ситуация в Ливии будет приведена к желаемому для НАТО варианту, НАТО нанесет удар по Сирии, причем, учитывая, повод, учитывая ситуацию, учитывая накопленный опыт, может быть, даже без всякого решения Совета Безопасности ООН. Мы видим, что чуть-чуть не произошли похожие события в Алжире, а дестабилизация Алжира – это конец европейского проекта сразу. То
есть если дестабилизация Ливии это просто наплыв мигрантов и большие проблемы с внутренним функционированием Шенгенской зоны, европейские ценности оказываются под вопросом, то без дестабилизации Алжира перебой с поставками газа означает, что некоторых членов Евросоюза придется, извиняюсь, отключать от газа, и это просто конец европейского проекта. Изменилось, как мне кажется, отношение американской правящей верхушки, скажем так, клана, группы, которые доминируют в американской правящей верхушке, изменилось их отношение к миру. У них была вот эта вот безумная неоконовская идея перестроить мир по-американски. Да? У вас нет демократии, тогда мы летим к вам. И летят бомбардировщики. В Ираке они убедились, что не весь мир можно разбомбить до состояния демократии. Не получается, самолетов не так много. А из некоторых регионов типа Афганистана даже приходится уходить. И у них, как мне кажется, сменилась доктрина. У них возникло ощущение, что нужно поддерживать хаос на многих территориях. Теория самоподдерживающегося хаоса разрабатывается американцами очень-очень давно. Это очень мудрая, очень красивая, очень сложная теория, но она переходит в практику. Есть практический интерес. В условиях хаоса можно контролировать нужные вам ресурсы существенно меньшими средствами. Как американцам контролировать нефть Ливии при любом национальном правительстве? Очень тяжело. Нужно подкупать, договариваться, оказывать давление, поддерживать те или иные политические силы, в общем, вникать в детали. Когда Ливия будет доведена до положения Сомали, 2 полков спецназа хватит за глаза. Причем это еще могут быть частные армии, частные наемники, которые будут кормиться с этой же самой нефти, и никаких проблем для американского государства типа гробов создавать не будут. Кроме того, не нужно забывать, что в Ливии есть еще довольно большое месторождение пресной воды подземное. Конечно, не Байкал, но для Сахары очень-очень ценное явление. Но помимо контроля за чужими ресурсами, малыми средствами, есть еще одна вещь. Америка очень долго поддерживала свою экономику экспортом нестабильности. То есть создание очагов нестабильности, начиная с Югославии, кончая Ираком, попытки, которые предпринимались в отношении Пакистана, Ирана, Северной Кореи. За пределами страны создаются очаги нестабильности. С одной стороны высасываются финансы и интеллект, скажем, если это Европа. С другой стороны на нестабильность нужно реагировать, нужно повышать военные расходы. Вот вам стимулирование технологий нерыночное, поскольку рынок перестает работать. Вот вам стимулирование американской экономики, военное кейнсианство. Они уперлись в тупик после Ирака, потому что вроде бы нечего было дестабилизировать, потому что все враги, которые остались, были достаточно серьезными, решили проблему и начали дестабилизировать друзей. Но есть еще более глубокая проблема, более глубокая, более важная вещь – наступление новой эпохи. Вот все это, все эти изменения, каждый из которых можно объяснить, исходя из сиюминутных интересов, тактических, стратегических, они складываются в качественное изменение правил игры. Мы переходим в новые, если не средневековье, то новые темные века, когда опять-таки есть право силы и никакого больше права не существует в природе. Просто к топору добавляется СНР в области права силы. И крайне неприятно, но я считаю, что это является прямой угрозой и Российской Федерации. Не сегодня, но, безусловно, стратегия хаотизации коснется и нас.